Солнце висело над африканской саванной тяжелым раскаленным диском, превращая воздух в дрожащее марево. В эту пору засухи жизнь в заполярном крае подчинялась единственному закону — поиску воды. Каменистая почва, покрытая редкими иссушенными кустарниками, буквально плавилась под палящими лучами. Среди этого знойного молчания двигалась величественная фигура — слониха, чья грубая, покрытая трещинами кожа напоминала кору древнего дерева. За ней, едва успевая перебирать неокрепшими ногами, семенил маленький слоненок. Ему было от силы несколько месяцев, и весь его мир пока ограничивался запахом материнского молока, ласковыми прикосновениями ее хобота и ритмичным гулом ее шагов. Впереди показался искусственный водоем, бетонная резервуарная чаша с выходящими в нее протоками, сооруженная человеком для спасения диких животных в самый жестокий период засухи. Для животных это место было одновременно и спасительным оазисом, и источником невидимой опасности. Вода внутри резервуара была прохладной и чистой, но скользкие высокие стенки из застывшего раствора не оставляли шанса тому, кто неосторожно оступится. Слоненок, привлеченный свежестью и видом искрящейся на солнце воды, подбежал к краю чаши раньше матери. Жажда и детское любопытство ослепили его. Опираясь маленькими копытцами на гладкий борт, он попытался дотянуться до воды, но крутой скос не удержал веса его 100-килограммового тела. Раздался громкий всплеск, и малыш с головой ушел в глубокую воду. Своими глазами увидев, как ее детеныш исчез в глубине бетонной ловушки, слониха издала оглушительный, пронзительный трубный клик. Это был не просто звук. Это был полный отчаяния и страха вопль матери, зовущей на помощь. Она ринулась к краю резервуара, судорожно погружая хобот в воду, пытаясь подцепить маленькое тело, зацепить его за ухо или ногу. Но вода была слишком глубокой, а стенки чаши слишком скользкими. Каждая попытка слонихи вытащить малыша лишь заставляла его погружаться снова. Малыш отчаянно барахтался, молотя ногами по воде и выдувая ноздрями пузыри. Его силы быстро таяли. Он был слишком мал, чтобы долго удерживать на плаву свое тяжелое тело. Стенки резервуара, гладкие и высокие, казались непреодолимой преградой. На счастье попавших в беду животных неподалеку проходил патрульный маршрут рейнджеров. Тяжелый внедорожник зеленого цвета, пыля по сухой грунтовой дороге, немедленно повернул на звук тревожного слоновьего клича. Рейнджеры, ежедневно рискующие жизнью ради сохранения дикой природы, сразу поняли — случилось что-то экстренное. Когда внедорожник затормозил у искусственного водоема, перед глазами спасателей открылась драматическая картина. Внутри круглой бетонной чаши, едва удерживая голову над поверхностью воды, барахтался обессиленный слоненок. На берегу металась огромная слониха. Она то угрожающе хлопала ушами, то снова и снова пыталась достать малыша хоботом, издавая надрывные звуки. Ситуация была предельно опасной. Материнский инстинкт слонихи превращал ее в смертоносную силу. Она не могла понять, что приехавшие люди хотят помочь. В ее глазах внедорожник и выскочившие из него мужчины были потенциальными хищниками, угрожающими ее тонущему ребенку. Приблизиться к водоему в присутствии разгневанной матери весом в несколько тонн означало подставить себя под верную гибель. Рейнджеры, действуя слаженно и быстро, принялись осуществлять план по оттеснению животного. Водитель внедорожника подогнал машину ближе к краю и начал непрерывно нажимать на клаксон. Резкие, оглушительные звуки автомобильного сигнала вместе с габаритами машины заставили слониху замешкаться. Она отступила на несколько шагов, недовольно трубя и мотая головой, но продолжала держать людей на виду, не уходя далеко. Каждая секунда была на счету. Слоненок в чаше уже практически не мог держать нос над водой.
Его движения становились все более вялыми и хаотичными. Если бы люди промедлили еще пару минут, малыш просто захлебнулся бы от изнеможения. Как только слониха отступила на относительно безопасное расстояние в несколько десятков метров, один из рейнджеров без колебаний бросился прямо в воду. Вода в резервуаре оказалась глубокой и мутной, но мужчина мгновенно подплыл к тонущему детенышу, подхватив его под грудь и уши, чтобы дать возможность свободно дышать. Однако удерживать 100-килограммового слоненка на плаву в одиночку, находясь в воде без твердой опоры под ногами, было практически невозможно. Малыш из последних сил брыкался, непреднамеренно погружая своего спасателя под воду. Поняв, что один человек не справится, к нему на помощь прямо в одежде и обуви прыгнули еще несколько участников спасательной группы. Началась тяжелая, изнурительная физическая борьба. Спасателям нужно было не просто удержать детеныша на воде, но и перебросить его массивное туловище через высокий и скользкий борт бетонного чана. Стенки резервуара были покрыты водорослями и илом, из-за чего руки людей постоянно соскальзывали. Рейнджеры сплотились вокруг испуганного детеныша. Один из них удерживал хобот и голову малыша над водой, успокаивая его поглаживаниями и тихим голосом. Остальные подлезли под мокрое, скользкое тело слоненка, пытаясь вытолкнуть его вверх. Пот смешивался с брызгами грязной воды. Мышцы людей работали на пределе возможностей. В это время с пригорка за происходящим внимательно следила мать-слониха. Она то и дело делала выпады в сторону водоема, готовая в любой момент броситься на людей. Человек за рулем внедорожника снова и снова нажимал на сигнал, газуя и создавая шум, чтобы удерживать гиганта на дистанции. Вся операция проходила на грани. Один неверный шаг, и разъяренная слониха смяла бы спасательную бригаду. Сделав последний мощный рывок, собрав все силы в один командный толчок, рейнджеры смогли перевалить тяжелое тело слоненка через бетонный борт. Малыш с грохотом и всплеском вывалился на сухую раскаленную землю за пределами чаши. Слоненок был полностью истощен. Он лежал на камнях, тяжело дыша, с закрытыми глазами, не в силах сразу подняться на ноги. Его темно-серая кожа блестела от воды, а маленькое тело дрожало от перенесенного шока и гипотермии. Рейнджеры, тяжело дыша и вылезая из воды, мгновенно окружили малыша. Они начали растирать его бока и спину своими руками, помогая восстановить кровообращение и очищая его дыхательные пути от попавшей воды. Мужчины ласково поглаживали мокрую скин слоненка, давая ему понять, что худшее уже позади. Один из спасателей бережно приподнял его хобот, проверяя дыхание. Малыш издал тихий жалобный звук, первый знак того, что к нему возвращаются силы. Понимая, что долго удерживать слониху на расстоянии не удастся, да и не нужно, группа людей быстро отошла в сторону и укрылась за автомобилем. Путь между матерью и ее спасенным ребенком был свободен. Слониха, увидав, что ее малыш лежит на земле вне опасного резервуара, а люди отступили, мгновенно устремилась к нему. В ее движениях уже не было агрессии, только безграничная тревога и материнская любовь. Она подбежала к лежащему слоненку, обвела его своим хоботом и начала бережно подталкивать, помогая подняться на дрожащие, неустойчивые ноги. Она тщательно обнюхивала каждую складку на его теле, издавая тихие, успокаивающие, урчащие звуки, словно заново знакомясь со своим детенышем и убеждаясь, что он цел и невредим. Малыш, почувствовав знакомый запах и тепло матери, уткнулся головой в ее ногу, и постепенно его дыхание выровнялось. Спустя несколько минут, когда слоненок окончательно пришел в себя и смог твердо стоять на ногах, мать мягко направила его прочь от злополучного водоема. Они медленно побрели вглубь саванны, растворяясь среди редких деревьев и золотистой травы. На берегу остался лишь зеленый внедорожник и мокрые, уставшие, но невероятно счастливые люди. Они молча смотрели вслед уходящей семье слонов.
В этот день, благодаря мужеству, находчивости и неравнодушию человека, была спасена еще одна маленькая жизнь в самом сердце дикой природы.